Всем привет! Отправляюсь в Красноярск из города Кодинск. 18 мая. За мотоцикл. Посадка на 4-ю платформу. Все, приехал я в Красноярск. Сейчас жду дочку с мужем и едем в транспортную компанию забирать мотоцикл. Собираем мотоцикл. Возле транспортной компании. Вот, выезжаю из Красноярска. Собрал. С нервами. Не снимал даже ничего, как собирал. Потому что книжка, инструкция не от него. От СК-150 вообще не подходит. Сейчас в Красноярске. На выезд уже иду. Проехал 10 километров. Нагрелся очень сильно. Стал сбоить. Остановился, остываю. Посмотрим, что дальше будет. Буду включаться периодически. Итак, ребята, второй день моих приключений с Regular Moto. В общем, проехал я всего на нем 37 километров. И 2,2 я протолкал его еще. Из этих 37. А может даже и больше. Это как я скрутил уже. Когда уже толкал. Часа 3. Так. Греется. Не едет. Потом вообще стал дымить. Страшной силой. Обороты не слушаются, не регулируются, ничего. Вот такой вот новый мотоцикл. Из коробки. Завелся хорошо, правда, с коробки. Ну и на этом все. Через 3 километра он начал задыхаться, греться и так далее и тому подобное. С Красноярска я так и не выехал. Это я уже тут накатал в Красноярск. В общем, едешь километр, все, он глохнет, встает. Километр 500 метров. Вот на северном шоссе выкатил его на берег. Рыбаков много. Рыбачат люди, харются. А я не знаю, что буду делать. До дома у меня 800 километров. 850. Попробую что-нибудь сейчас снять карбюратор, посмотреть что-нибудь. Ничего не получится, буду искать машину какую-нибудь, сервис какой-нибудь. Благо в Красноярске мне тут есть где остановиться. Вот такие вот дела. Всем привет! Новый день, 20 мая. Выехал с Красноярска, отъехал от Красноярска километров 60.
остановился. Были проблемы с карбюратором. Задержался в Красноярске на день. Ну, благополучно решил. На заводе немного неправильно собрали карбюратор. Стопор иглы не поставили. Из-за этого были проблемы. Он грелся сильно, дымил. Ну, в общем, игла там гуляла как хотела. Топливо подавала, то больше, то меньше. Стопор поставил, все нормально, еду. Итак, очередная остановка. Проехал Канск. Вообще проехал от места сборки 339 километров. Сменил сумку на кофры. Кофры в сложенном виде вез с собой. Сумку потом запихал в эти же кофры. Ну, пока все нормально. Едем дальше. В Канске сменил масло на 300 километров. Пока едет хорошо, все нормально. Сейчас свернул с трассы. Дорога на какое-то озеро. Ну, туда не поеду. Поеду дальше. До дома где-то еще 600 километров. 600, может чуть поменьше. Ладно, буду включаться по дороге периодически. Показывать, что происходит. Все, едем. В общем, половину дороги проехал. 457 из 850. Нижний я скрутил, чтобы знать, когда масло менять.
А вот верхний 457. По гравийке идет, по мелкой гравийке идет нормально, а по крупной колеса узкие, соскальзывает. Так что не очень хорошо. Но, по крайней мере, лучше, чем Гарпия. Хотя у Гарпии в 2 раза шире колес. Почему-то. Может, потому что тот круизер, а это классика. Жарко очень стало. Ночью холодно. А сейчас вообще, по-моему, под 30-ник давануло. А утром выезжал, +2 было всего. Вот такая Сибирь и погода. Может снег упасть через 2 дня. Ну вот сейчас самые сложные участки пути пошли. Вот такой дороги. Мне до самого дома практически. В напряжении ехать. Еще 400 километров. Ладно, потихонечку. Плохо то, что жарко. Греется он сильно. Сильно греется. Приходится часто останавливаться. Вот такие вот дела. Ну и пыль, конечно. Особенно от фуры или лесовоза. Это-то ладно еще. Ладно, поедем дальше. Вот такая вот дорога. Руки постоянно в напряжении.
вот такая скорость. 40. И то, мне кажется, он хорошо привирает. Блин, таскает. Крупный гравий. Скользит, колеса скользят. Немного счастья. А, это Бирюса река. Так, движемся потихоньку. Дорога пошла более-менее. За асфальтированными участками. Ну, правда, немного. Пылища страшная. Кофры новые. Все в пыли. Думаю, пока вообще... Ну, их все равно стирать надо будет. Взял чехлы, надел. Пускай все равно меньше будет. Хожу, подтягиваю. Кстати, лайфхак. Вот такой вот ключ. На все размеры. Очень удобно подтягивать. Зеркало, к примеру, вот у меня раскрутилось. Не надо лезть, там расчехлять. Где ключи искать. В карман бросил его. Хлоп-хлоп, потянул, настроил. Здесь все подтянул. Ну и на стояночках орешки, ассорти. Очень калорийные. Хорошо в дороге. Так. Проехал 518. Ну, осталось еще километров 300. На самой плохой дороге. Люди бегают по дороге. Ни хрена себе. Ко мне бегут. Ладно, самая плохая дорога впереди осталась.
поеду дальше. Все, ребята, солнце садится. Осталось километров 200 еще. Даже больше, 250. Сейчас солнце сядет. Будет попрохладнее. Все-таки получше будет ехать. Но снимать, наверное, больше не буду. Потом по приезду сделаю итоги. Вот такие вот дела. Едем, все нормально. Сенька вывез. Едем дальше. Всем привет. Новый день у меня настал. Уже вернее вечер. Приехал я ночью, в 2 часа ночи. Сегодня. Разгрузил его весь. Уже выспался. Загнал его в гараж. Тут у меня Гарпия. Там Сузука. И еще один в этом гараже. Пока будет жить вот этот Регуль Мото СК 200. Все нормально. 850 он прошел с Красноярска. За исключением вот этого косяка с иглой. Заводской косяк. Вернее, даже может быть косяк самой фирмы, которая выпускает карбюраторы. Может быть в этом. Потому что сыновья с коробки он завелся вообще прекрасно, хорошо. И только спустя вот километров 3,5 он у меня начал делать всякие нехорошие вещи. Ну, греться он, правда, начал изначально. Ну, а потом у него вообще чудеса стали. То ему не хватает топлива, то ему переливает. Но это все из-за этой иглы, которая болталась там как хотела. Они как получилось? Они стопор поставили, но иголку кинули сверху. Они наоборот, сначала бросают иголку, а потом сверху стопорится, чтобы она вместе со стаканом ходила, игла. А не так, что стакан ходил, а игла поднялась, а вниз упала или не упала. Вот такие вот дела. Никаких сбоев, ничего. Ну и итог такой. Мне понравилось. По трассе он идет хорошо. Он очень юркий. Вот после круизера я пересел. Ну вообще это... Блин, даже сказать не знаю как. Круизер это корова. Этот юркий, поворотливый. Легко маневрировать на дороге между ямами. В общем, мне понравилось. Блять, люди тут ходят какие-то. Ладно, будем заканчивать видео. Будут еще видео. Будем дальше посмотреть, что будет. Буду иногда делать ролики на него. Ладно, всем пока. Техника хорошая. Можно брать.